Дорогие зрители, сегодня вас ждет загадочная история. Досмотрите до конца, напишите в комментариях, откуда вы, и не забудьте подписаться. 12 октября 2016 года в 21 час 10 минут ночи из аэропорта Сингапура вылетел пассажирский самолет, направлявшийся в Токио. Обычный ночной рейс. На борту 231 человек. Пассажиры из разных стран, 11 членов экипажа. Среди них были инженеры, студенты, пожилые пары и семьи с детьми. Люди устроились в креслах, выключили телефоны и готовились к долгому перелету. Никто из них не мог представить, что этот самолет больше никогда не приземлится, и что спустя годы весь мир будет пытаться понять, что же произошло на самом деле. Полет начался спокойно. Лайнер набрал высоту и вышел на заданный маршрут над морем. Спустя некоторое время второй пилот связался с диспетчерами и пожелал спокойной ночи. Это была обычная фраза перед переходом в другую зону контроля. Через несколько минут самолет должен был выйти на связь с другой диспетчерской службой, но этого не произошло. И важно понимать, что это был не маленький самолет, а современный авиалайнер Airbus A350, один из самых технологичных и надежных самолетов в мире, длиной более 66 метров, оснащенный мощными двигателями и множеством систем безопасности. Этот тип самолета перевозит миллионы пассажиров ежегодно и считается одним из самых безопасных. Подобные самолеты не исчезают бесследно, но именно это и произошло с рейсом 702. В 1:34 ночи самолет просто исчез с экранов радаров. Не было сигнала о крушении, не было взрыва, он словно растворился в воздухе. Позже выяснилось, что на борту были отключены системы передачи данных, которые автоматически отправляют информацию о местоположении, высоте и состоянии самолета. Без них лайнер становится невидимым для гражданских радаров. Одновременно перестала работать и система передачи технических данных, и это выглядело слишком синхронно, чтобы быть случайностью. Для отключения одной системы достаточно действий в кабине пилотов, но для отключения второй необходимо знание конструкции самолета. Дальше началась путаница. Диспетчеры разных стран считали, что самолет находится в зоне ответственности других служб. И драгоценное время было потеряно. Лишь спустя несколько часов стало ясно, что лайнер не вышел на связь. Ни с одной из сторон началась масштабная поисковая операция. Десятки кораблей и самолетов начали прочесывать предполагаемый маршрут. Но никаких следов обнаружено не было. Семьи пассажиров собрались в аэропортах и гостиницах, ожидая новостей, но их не было. Официальные лица давали расплывчатые комментарии, не имея точной информации. Позже военные радары показали нечто неожиданное. После исчезновения с гражданских экранов самолет изменил курс, развернулся и полетел в противоположную сторону. Пересек часть территории и направился к открытому океану. Но в тот момент на это никто не отреагировал. Истребители не были подняты, сигнал не был передан вовремя. Этот момент до сих пор вызывает вопросы. Ведь системы наблюдения созданы именно для реагирования на подобные ситуации. Позже инженеры обнаружили спутниковые сигналы, которые самолет продолжал отправлять еще несколько часов после исчезновения. Эти сигналы позволили определить примерное направление движения, и расчеты показали, что лайнер направился в южную часть океана, в одно из самых удаленных мест на планете, где нет ни островов, ни судоходных маршрутов, ни людей. Спустя несколько часов сигнал исчез окончательно, и самолет пропал навсегда. Появилось несколько версий произошедшего. Первая — техническая неисправность. Однако она не объясняет резкий разворот и длительный управляемый полет. Вторая — захват самолета.
но никаких требований или доказательств этому не было. Третья версия — действие одного из членов экипажа. Капитан рейса, опытный пилот, имел дома, авиасимулятор, и в его данных нашли маршрут, похожий на тот, который предположительно проделал самолет. Однако это не стало прямым доказательством. Следствие так и не смогло установить точную причину. Официальные отчеты лишь подтвердили, что системы были отключены намеренно, но кем именно, неизвестно. Судьба пассажиров остается одной из самых трагичных загадок. Предполагается, что при разгерметизации салона люди могли потерять сознание и не осознавать происходящее, однако это лишь теория. Спустя время на побережьях удаленных стран начали находить обломки самолета, части крыла, элементы обшивки, фрагменты салона, но основное место крушения так и не было обнаружено. Поисковые операции охватили огромные площади океана, использовались современные подводные аппараты, но результаты оказались безуспешными. Океан оказался слишком глубоким и сложным для полного исследования. Даже спустя годы остается надежда, что самолет будет найден. Однако это не гарантирует ответов, черные ящики могли быть повреждены или утрачены. Эта история изменила авиацию. Были введены новые правила отслеживания самолетов, усилены меры безопасности и контроля, но для семей пассажиров это не просто трагедия. Это незавершенная история без ответа. Люди продолжают жить с этой потерей, не имея возможности попрощаться, и именно это делает эту историю одной из самых страшных и болезненных в современной истории авиации.